Бездомная собака беспомощно выла на улице. Она осознавала, что ее щеночек умирает, но сделать ничего не могла. Оставалось лишь жалобно просить прохожих о помощи. Но те, кто никогда не помогал ей, не хотели помогать и ее малышу. К счастью, это только половина истории, и маме собаки все-таки встретился добрый человек. Он наклонился к щенку и сразу понял, что дело плохо. Требовалось срочно обработать раны, которыми был покрыт бедняга. К тому же, неизвестно, сколько времени он находился в таком состоянии, щенок был совсем слаб. Когда прохожий подошел к собаке со щенком, тот был практически без сознания. Раны были похожи на укусы других собак. Видимо, они подрались за еду и обидели малыша, или произошло еще что-то подобное. На улице выживает самый сильный. Взрослая собака не мешала осматривать своего детеныша, не рычала, как будто понимала, что люди — единственные, кто может помочь. А этот пес упал в реку и ждал, что кто-нибудь ему поможет. Прохожий нашел телефон приюта для животных Animal Aid Unlimited, и уже через несколько минут приехали волонтеры. Конечно, щенка забрали в приют вместе с мамой. Нельзя было оставлять бедняжку в неведении. В приюте раны щенка обработали, дали ему лекарства. К счастью, никаких переломов у малыша не было, только укусы. В этот же день малыш поел, попил молока и стал гораздо веселее. Уже через пару дней он стал бегать по территории. И его маму пролечили от паразитов, проверили на наличие других заболеваний. Оказалось, что они вполне здоровы, и только со щенком произошло что-то нехорошее. Теперь перед волонтерами стоит задача — срочно отыскать дом для собаки со щенком. Ведь приют не имеет возможности содержать их, в противном случае семью придется выпустить обратно на улицу. А этого делать тоже очень не хочется, ведь собаки воспримут это как предательство. Они уже привыкли к работникам приюта и изо всех сил стараются показать им свою любовь и благодарность. Как считаете, собаки понимают, что люди могут им помочь, или эта мамочка просто выла от бессилия? Напишите свое мнение в комментариях.